Здравствуйте, Тибетская формула. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, руководитель и президент компании Тибетская формула. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые задаете вы мне прямо сейчас онлайн, находясь на странице «Прямые вебинары», вебинарная комната сайта aduiko.com, где выложены все наименования тех БАДов, которые я изготавливаю и продаю. Итак, отвечаю на ваши вопросы. Сатеник Агасарян. Дорогой Андрей Андреевич, можно вопрос? В час ночи просыпается зверский аппетит, понимаю, что это ненормально, но встаю с постели поесть, виню себя за малодушие, но поделать ничего не могу. Как быть, что со мной не так? Все вот эти состояния, они обычно связаны с нарушением нашего циркадного ритма. Это ритм нашей жизни, в котором мы живем и который генетически заложен и физиологически обоснован. О чем я говорю? Когда человек на протяжении дня живет, то его активность обусловлена, как ни странно, синим светом, который преобладает в момент того, когда он просыпается утром и живет на протяжении дня. Причем голод обычно купируется гормонами на протяжении дня. Именно поэтому человек утром не хочет есть, в течение дня уже не хочет есть, и вечером вновь не хочет. И приходит более позднее время, и у человека появляется идея посмотреть телевизор, посмотреть в телефон, и у него появляется аппетит. Так как это связано с тем, что у него происходит формирование, выделение, падение глюкозы, вновь начинают формироваться гормоны, синего света очень много. И как можно от этого избавиться, какие самые простые методы? Итак, первый, самый, наверное, простой метод, но, к сожалению, не действующий мгновенно, но может вам помочь достаточно быстро привести свой циркадный ритм в норму. На самом деле вы начнете меньше есть, больше спать и лучше себя чувствовать, если вы будете ограничивать поступление или проявление или влияние, вернее, синего света на ваши глаза. Для этого вам необходимо приобрести просто обычные очки с желтыми поляризационными линзами. Такие продаются очки, как очки, защищающие от света ноутбука или света телевизора, или конкретнее это синего света. И одевать такие очки с 7 часов вечера. Дело в том, что если одеть такие очки с 7 часов вечера, то к 11 и 12 часам вечера у вас естественным состоянием будет появление желания спать, и не будет провоцироваться у вас голод. Второе. Когда у вас появляется голод, то голод является фактически расщеплением инсулина. Инсулин — это клетки митохондрий, которые находятся в жировой ткани, которые нам необходимы только для мозга, для того, чтобы он хорошо работал. Необходимы для энергетики. Вечером, когда мы находимся перед телевизором, у нас появляется чувство, мысли, такие митохондрии высвобождаются, как правило, и в этот момент у человека высвобождающийся инсулин приводит к уменьшению глюкозы, и человеку хочется есть. Именно поэтому необходимо понимать, что тот момент, когда вам хочется есть, это момент расщепления вашего жира и освобождения инсулина. Это как раз тот момент, на который нужно молиться. Это тот момент, к которому нужно стремиться. Это благословение Господне, потому что это говорит о том, что наконец-то ваши жиры в вашем теле начали распадаться. Но для того, чтобы этот процесс был более эффективным и более быстрым, вам необходимо в этот момент не есть. Вам необходимо в этот момент пить воду. Если человек в это время, когда он хочет вечером кушать, начинает пить воду, то процесс расщепления жировых отложений, особенно в области живота и области шеи, будет происходить гораздо активнее и быстрее. Именно поэтому в случае, если вы вечером захотели есть, то не торопитесь выполнять свою прихоть. Начинайте пить воду. Выпейте первый стакан медленно, сырой воды. Чем интересна сырая вода? В ней находится большое количество кальция. Несколько слов еще об этом. А вы знаете, что основное количество поступающего в наш организм
Кальция мы усваиваем или мы приобретаем от питьевой воды. Именно поэтому, принимая питьевую воду, мы фактически восполняем кальций, который должен восполнять наш организм для того, чтобы не развивался остеопороз. Но еще для того, чтобы кальций усваивался, нам необходим витамин D. Именно поэтому, если вы вечером начинаете употреблять витамин D, одна таблетка, можно наш препарат D3 йод или наш препарат кальций D3. В случае, если вы принимаете данный препарат, пьете при этом 1, 2 или даже 3 стакана воды, не переживайте по поводу того, что вы будете отекать в ночное время. Кальций является антагонистом калия. В свою очередь это не приведет вас к тому, чтобы вы отекали, и наоборот улучшит у вас мочегонный эффект за счет того, что вы приняли воду с витамином D3 или просто с витамином группы D и попили такую воду, при этом одевая поляризационные очки, выпивая 2-3 стакана, вы через где-то через 15-20-30 минут перестанете ощущать голод. У вас появится ощущение, будто вы хотите спать, перед сном сходите несколько раз по-маленькому в туалет, и на этом ваше ощущение голода закончится. При этом вы к своей радости увидите, что в ночное время ваш организм не будет отекать, раз. Второе, вы будете более глубоко спать, два. Третье, у вас будет восстанавливаться нервная деятельность, ну и, конечно же, циркадные ритмы вашего организма. Утром у вас появится желание кушать, но не в первый день, а в последующие дни. Очень часто сейчас задаются такие вопросы. Они выглядят так: Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как же избавиться от гипертонического заболевания сердца? С чем это связано? Лечусь таблетками от давления, у меня ничего не получается. Можно ли как-то избавиться от этого и так далее? Я хочу вам сказать, одним из синдромов высокого давления, плохого самочувствия по утрам, это синдром остеохондроза, который возникает у нас по разным причинам. Это и высокая кислотность нашей крови, ацидоз. Это может быть следствием стрессов, это может быть следствием употребления большого количества алкоголя, солей, недосыпания. Это может быть связано с сахарным диабетом 2 типа. Ну и очень часто это связано с неподвижностью наших плечевых суставов. Именно поэтому мне бы хотелось сегодня рассказать вам, как с помощью совершенно простых и уникальных мной разработанных упражнений можно очень быстро избавиться от остеохондроза шейного отдела. Что даст нам и грудного в том числе, что даст нам фактически хорошую осанку, раз. Второе, избавит нас от головных болей, затылочных болей, мигреневидных болей, избавит нас от заболеваний шейного отдела, улучшит нам зрение, улучшит состояние наших артерий, устранит в дальнейшем окклюзии артерий, также может помочь нам улучшить зрение, избавиться от такого заболевания, как улучшить состояние и профилактировать появление заболевания катаракта, улучшить память, улучшить сон и так далее. Но на первое место мне бы хотелось все же поставить улучшение общего улучшение общего состояния и убрать заболевание гипертензии сосудов. И мой совет такой: какие же это упражнения? Они очень легко выполняются, но несколько слов, почему это возникает и как определить, есть ли необходимость вам это делать. Я хочу вам сказать, если на протяжении дня вам хочется отодвинуть плечи назад и распрямить свою грудь, если вам хочется закинуть голову назад, это говорит о том, что у вас, скорее всего, есть остеохондроз. Также у вас хрустит в шейном отделе, побаливает в шейном отделе, у вас появляется шум в ушах, у вас появляется шум в голове. Это все говорит о том, что вы уже сейчас страдаете остеохондрозом. Нет никакой необходимости
мгновенно идти к врачу. Я вам рекомендую использовать буквально 3 упражнения, которые я покажу, с целью сделать так, чтобы в дальнейшем избавиться от всех этих симптомов, включая гипертоническое заболевание сердца. Итак, почему это возникает? Это часто возникает на фоне того, что мы теряем осанку, на фоне того, что у нас прямая мышца живота оттягивается, у нас появляется первое горб грудного отдела, горб шейного отдела. При этом у нас напрягаются дельтовидные мышцы плеча и мышцы, большие мышцы груди. Тем самым мы хотим эти мышцы каким-то образом оттянуть и освободить наш шейный отдел или освободить наш грудной отдел и дельтовидную мышцу, как бы расслабляя ее. Я хочу вам сказать, что обычные упражнения по оттягиванию наших плечей нас обычно приводят к кратковременному эффекту и пользы особой не дают. Какие я рекомендую использовать упражнения? Давайте я вам покажу. На самом деле упражнения с движением головы при остеохондрозе очень неуспешны и очень опасны для человека, так как могут быть разломы позвонков, могут быть нарушения хрящевой ткани, может быть ухудшение общего состояния сосудов, может ухудшить состояние сосудистое. И, в общем-то, это может привести к потере сознания, к ухудшению и увеличению симптомов шума в голове, шума в ушах, потери зрения, головных болей, мигрени и так далее. Итак, какие мои рекомендации? Первое. Обязательно делайте это, но не фанатично. Обязательно делайте перерыв. Какие это упражнения? Необходимо запомнить, что во время этих упражнений необходимо голову держать обязательно ровно. Итак, первое упражнение – это обычное шевеление плечами вперед и назад. Вот таким образом. Делайте это на вдохе и выдохе. И второе упражнение, оно делается еще лучше. Необходимо приподнять плечи, отодвинуть плечи назад и постараться максимально напрячь мышцы нашей лопаточной области и грудной области, находящиеся трапециевидные мышцы. Их необходимо напрячь. То есть я отодвигаю локти назад, голову не задираю, а пытаюсь очень сильно понапрягать мышцы. Делаю это на вдохе-выдохе. И третье упражнение. Я должен положить свои руки на что-нибудь, находящееся передо мной, допустим, на шкаф, и опустив голову вниз, держа позвоночник прямо, не опуская голову или не сгибая ее вниз, сделать так, чтобы мои руки оттянули мои плечи, и я прогнулся. Вот таким образом. То есть, условно, если человек положит на перекладину свои руки, и вот в этом месте, где у него спина прогнется вверх вот таким образом, при этом его поясница будет ровно стоять, при этом ноги будут упираться на землю, и зафиксирует вот такое положение на 1-2 минуты, это улучшит его состояние, это устранит у человека. Сколько делать такие упражнения? Делайте их. Особенно рекомендую просто упражнения по напряжению мышц спины. Это очень важное и очень быстрое упражнение. Буквально за 7-8 дней вы заметите, как у вас уйдет шейный горб, как вы начнете ходить ровнее, как у вас перестанут болеть плечи, у вас перестанет болеть шея, у вас улучшится зрение, пропадет ощущение песка в глазах, пропадет ощущение темного такого затемнения нашего зрения, фона нашего зрения, улучшится память и улучшится при этом давление, не будет оно подниматься. Ну и несколько слов все-таки, сколько раз делать. Делайте это на протяжении дня 4, 5, 6 раз. Делайте это на протяжении 1-2 месяцев. Вы заметно начнете лучше себя чувствовать. Улучшится осанка, улучшится ощущение, будет появляться ощущение спинных мышц,
Будет появляться ощущение облегчения шейного отдела. Еще одно очень простое упражнение, которое может помочь сосудам убрать окклюзию, убрать стеноз сосудов. Это упражнение делается, рекомендую делать всем тем, у кого повышается давление, появляется шум в ушах. Его выполнять очень несложно. Выполняется оно следующим образом. Поворачиваете голову в одну сторону, массажируете мышцу с правой стороны. Поворачиваете в другую сторону, мягко, не травмирующе похлопываете себя по левой части. Делайте то же самое, массажируйте мышцу с этой стороны, с левой уже. Поворачиваете голову в правую сторону и похлопываете себя по шее. Делайте вдох, делайте выдох. Первые несколько дней, буквально 3-4-5 дней, старайтесь не поворачивать быстро голову. Старайтесь очень в мягкой форме делать движение головой, не находиться возле кондиционера. Потому что первые 1-2 дня может происходить процесс обострения болезненных ощущений в шейном отделе. В это же время рекомендую вам ограничить употребление мяса, ограничить употребление алкоголя и сладкого, есть побольше овощей, пить овощные соки. Можно в это время дополнительно принимать ряд моих препаратов, которые устранят накопление или накопившиеся соли в подкожном жире, которые у вас находятся в шейном отделе. Это препарат Подагрин, это препарат Депосалт. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. Ну, в общем-то, там такой вопрос был. Андрей Андреевич, что вы можете сказать об употреблении соды? Я хочу вам сказать, что, по моему мнению, сода, а сода имеет формулу натрий двууглекислый, имеет формулу натрий HCO3, является веществом, которое в нашем организме усваивается в виде углекислого газа, который выходит у нас через легкие или выходит через пищеварительную систему.
Ну, надеюсь. Раз. Включай. Я очень извиняюсь, у нас небольшие технические трудности возникли, но мы их к радости решили. Ну что ж, давайте продолжать. Итак, на чем я там остановился? Ну что ж, Галина Зубкова. Андрей Андреевич, посоветуйте, пожалуйста, в вопросе месячных. Моей внучке 13 лет. Очень болезненно проходит этот процесс. Низ живота, 6 лет принимала лекарство ламиктал, назначенное врачом в течение 3 лет. Ставили диагноз фокальная эпилепсия. Можно ли препарат ИТФ? Можно. Можно помочь ребенку, принимая препарат ИТФ, помочь ему в деле устранения болезненных месячных. Это препарат «Женское здоровье» и препарат дисменора. Пусть принимает по 1 таблетке 3 раза в день. Можно еще менстронорм. Вот так, давайте. «Женское здоровье» и менстронорм. По 1 таблетке 3 раза в день будет принимать 1 месяц, и проблемы с болезненными месячными исчезнут. Все-таки хотелось бы сказать несколько слов о соде. Я вначале сказал о соде и мое мнение. Вот смотрите. Сода изготавливается путем пропускания через аммиак углекислого газа. И аммиак, и углекислый газ являются для человеческого организма ядом. Таким образом, вещество, которое называется сода, является производным 2 ядов. Может ли быть полезным производное 2 ядов для человеческого организма? Я хочу вам сказать, как человек, как бы стремящийся к экологичной жизни, к экологичному образу жизни, я бы все же не рекомендовал употребление соды. Также я могу сказать вам, что в случае, если у человека есть проблемы с остеопорозом, то ему соду нельзя принимать. С низкой кислотностью ЖКТ нельзя принимать. Алкалозом, то есть это низкая кислотность крови, не стоит принимать соду. Все эти компоненты, они могут повлечь за собой трудности, проблемы. Кому рекомендовано принимать соду? В случае, если есть неврозы смешанного типа, в случае, если есть микросудороги, в случае, если есть ожирение. Во всех этих случаях я рекомендую принимать небольшое количество соды. Также могу посоветовать прием соды в случае, если плохой запах под мышками, можно смазывать под мышками водно-содовым раствором. Или плохо пахнет обувь. Или у человека плохой запах изо рта, в течение дня можно выпивать небольшое количество соды, размешав его с полстаканом, 1 чайную ложку с полстаканом воды. При реактивном панкреатите я рекомендую принимать соду как вещество, которое может убрать болезненное ощущение. Соду я рекомендую применять при диарее активной, при сахарном диабете 2 типа. Тоже все в разумном количестве. Как применять? Это не имеет значения. Можно ее, нагревая горячей водой, можно добавлять горячую воду, можно не добавлять горячую, можно заливать холодной водой. От этого результат усвоения соды не изменяется. И, в общем-то, попадая в желудок, сода вступает в реакцию с соляной кислотой, образовывает натрий хлор. Натрий хлор при этом является веществом, которое купирует увеличение нейтрофилов. Нейтрофилы, в свою очередь, в случае, если уменьшить количество, то это может улучшить общее состояние при аллергии или активной аллергии. Но, в общем-то, не вылечить человека. Одним словом, где-то улучшая состояние, где-то ухудшая состояние нашего организма. Анастасия, подскажите, пожалуйста, из Зева брали анализ, нашли золотистый стафилококк 10,4 и Нейсерия флава 10,4. Вообще у меня хронический танзелит и еще герпес. Сейчас как раз обострение. От него уже проблемы с горлом бывают. Посоветуйте, чем лечиться при этом, что можно было бы при герпе, гастрите от некоторых препаратов.
Ну что, в эфире? Раз. Я сейчас на связи. Я извиняюсь. Второй препарат — это препарат Лизам. Это такой препарат, который необходимо рассасывать в виде конфеток. Рассасывайте его 2-3 раза в день. Препарат Гемартан, который устраняет проблемы, связанные со стафилококком. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. Также Эмбрио Плюс и Демилон — это препараты, которые уберут у вас заболевание стафилококка и увеличат ваш иммунный ответ на данную инфекцию или данную бактерию. Итак, еще раз. Папулин, ингаляции по 10 минут 1 раз в день. Препарат Демилон, Эмбрио Плюс по 1 таблетке 3 раза в день. Препарат Гемартан по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте 1 месяц и забывайте навсегда о своей проблеме. Андрей Андреевич, можно ли принимать его при сахарном диабете 2 типа? На сайте написано принимать только по рекомендации врача. У меня сахар крови в норме. Спасибо за ответ. Вы немножечко путаете. Давайте я вам несколько слов скажу о том, что же такое сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет 2 типа. Сахарный диабет 1 типа в анализах или в исследованиях обычно проявляется в виде увеличенного количества глюкозы в крови. Это первый показатель. Второй — уменьшенное количество инсулина. Именно этот анализ и позволяет человеку назначить инсулин. Третий — гликолиз гемоглобина в крови, который говорит о нерасщеплении глюкозы и неформировании гликолиза. И данный гликогированный гемоглобин обычно накапливается у человека в печени, где он должен расщепляться посредством жирных кислот, липидов. Этого ничего не происходит. Поэтому это все обычно это связано с аутоиммунными процессами, то есть какие-то процессы иммунного характера, иммунного происхождения приводят к появлению аутоиммунного заболевания сахарный диабет 1 типа. Сахарный диабет 2 типа имеет другую последовательность появления. Обычно это все происходит на фоне ожирения, ацидоза, это высокой кислотности крови. Это происходит от переедания, общего ожирения. У человека накапливается в жировой ткани инсулин. И единственным показателем начальной стадии сахарного диабета 2 типа у человека являются большие титры инсулина в крови. Во всем остальном, на первых порах, и глюкоза в крови может быть в норме, гликогированный гемоглобин может быть в норме, но может повышаться при этом холестерин и может повышаться при этом инсулин. Ожирение. Потрогайте свой живот. В случае, если у вас есть ожирение, посмотрите на себя в зеркало. В случае, если у вас ожирение, можете смело ставить тире и писать себе: я болею заболеванием сахарный диабет 2 типа. Хотите вы в это верить или нет? Чем это заболевание опасно? Оно опасно нейропатией конечностей, то есть отмирание нервных тканей, отмирание сосудов конечностей. В дальнейшем формируются такие же симптомы, как при сахарном диабете 1 типа. Начинает расти глюкоза в крови, начинает падать инсулин, при этом этого инсулина подкожно очень много, человек набирает вес и так далее. Как можно справляться с такими заболеваниями? Заболевание сахарный диабет 1 типа необходимо лечить с применением инсулина, который должен назначать врач-эндокринолог, и с применением терапии для улучшения общего состояния иммунитета. При сахарном диабете 2 типа необходимо принимать препараты, которые могут высвобождать инсулин из подкожных отложений. Обычно это препараты медицинские препараты. На первое место можно поставить препарат метформин. Это как бы современный препарат лечения сахарного диабета 2 типа. Обычно люди с ожирением 1, 2, 3 и даже 4 степени, это люди, которые должны начинать принимать препарат метформин, который купирует
усвоения глюкозы, который приводит к выделению инсулина из жировой или высвобождению инсулина из жировой ткани. При этом лечение происходит только в том случае, если человек выпивает большое количество жидкости, после которой он должен обязательно потеть, потому что должен происходить процесс распада жирных липидов и высвобождения инсулина. Во все это время человек может принимать, допустим, метформин 500 перед каждым приемом пищи. Я рекомендую всем людям, у которых есть ожирение, это совершенно безопасный препарат. Побочных действий этого препарата за все время исследования данного препарата не было обнаружено. Поэтому данный препарат является препаратом широкого применения, но об этом препарате обычно стараются все умалчивать. Ну что ж, из своих препаратов я рекомендую использовать препараты для похудения жир-стресс, по 2 таблетки 3 раза в день при сахарном диабете 2 типа, препарат глюконорм, по 2 таблетки 3 раза в день, спрей гликоцитрохраминовый, брызгая его в полость рта 3-4 раза в день, потому что это все приводит к увеличению получения наноаквахилата хрома, который участвует в расщеплении жиров. Далее препарат гликоцитрохрамин питьевой по 1 чайной ложке 2 раза в день. Это в комплексе может помочь вам очень быстро избавиться от избыточного веса. Ирина Малащенко, Шахова. Спасибо за ваши вебинары, труды по лечению и оздоровлению людей. У меня внучка 1 год 1 месяц, очень активная, подвижная, но устает быстро. Почти с рождения проблемы со сном. Сама не засыпает вообще, только укачивание. На звуки, спит тревожно, начала плакать во сне, путает день с ночью. Есть также небольшой тонус ног, когда устает или видно, что уже хочет спать, поднимает их вверх, напрягает, делали массажи, электрофорез, врач еще прописал магний и глицин. Можно ли подавать магнумцид 300, в какой дозировке? Врач ваш совершенно прав. У ребенка при недостаче магния могут проявляться дистонические проявления, а также судорожные проявления, которые вы наблюдаете. Данные судорожные проявления необходимо купировать путем приема магния, но это не все. Магний необходимо принимать в вечернее время, в ту очередь как кальций необходимо принимать в утреннее время. Также обязательно начинать давать ребенку цитрат кальция в небольшом количестве, это даст ей силы. И второе, давать ей магнум-цит, можно моей компании, 1 столовую ложку на стакан воды в вечернее время. Это улучшит общее состояние засыпания. Также обязательно используйте мой метод восстановления циркадного ритма у ребенка. Также всегда помните, что высокая активность ребенка очень часто приводит к увеличению кетоновых телец в крови ребенка. Именно поэтому ребенку, у которого есть вот такие проблемы с судорожными проявлениями, с невозможностью восстанавливаться, необходимо давать еще аминокислоту, которая называется L-орнитин. Давайте ее в виде моего препарата, который называется Гепакс. Давайте четверть чайной ложки на стаканчик воды. Можно туда же 1 столовую ложку магнумцид 300 с каким-нибудь хорошим вкусом. И давать после, допустим, дневных вот таких активных, наверное, не тренировок, а активных действий. Когда ребенок очень устает, но при этом все равно на фоне эмоций, на фоне энергии такой внутренней, не снижает активность, а продолжает эмоционировать, кричать, бегать и так далее. Потому что на этом фоне может формироваться и ухудшаться общее состояние ребенка, потому что это приводит к токсическому поражению печени, к ухудшенному восприятию ребенком мира. Это может приводить даже к судорожным проявлениям, в дальнейшем к отсталости психомоторной, психофизической, психоэмоциональной и так далее. Ну и может в дальнейшем сформировать даже какие-либо определенные заболевания, о которых сегодня говорить не хочется. Татьяна, меня зовут Татьяна. Помогите мне для лечения девочки-подростка, 16 лет. Поставили расплывчатый диагноз, депрессивный эпизод с элементами анорексии и элементами самоповреждения. Отлично. Психотерапевт назначил фиварин. Пропили 1,5 месяца, улучшений нет. Поменяли фиварин на золофт. Прием должны начать завтра, но есть сомнения в таком лечении. Очень нужна ваша помощь.
Я думаю, что необходимо мнение все же врача-психиатра, а не психотерапевта, так как вероятнее всего необходимо определить, чем же на самом деле болеет подросток. То есть это вызвано у нее шизоидным расстройством, шизофренией, либо это у нее депрессивное состояние, либо тревожное. Я так предполагаю, что это может быть тревожное состояние, или это может быть судорожное, или эпилептическое. То есть это все необходимо выяснить. И это все должен выяснить врач-психиатр. Не стоит этого бояться. То есть необходимо сделать исследование энцефалограммы для того, чтобы посмотреть, нет ли у нее судорожных компонентов. Если есть, назначить препарат. В случае, если нет, то посмотреть на поведенческую структуру данного ребенка. То есть у нее тревожность или эйфория, или у нее наоборот депрессивные эпизоды. Чем она болеет. И после этого выбрать, скорее всего, для нее, скорее всего, это будут препараты, там, флуоксетин, тонакан, то есть какие-либо вот такие препараты современные, клирик. То есть, либо это должны быть препараты, допустим, нейролептики, это возможно там квитерон вечером, а на протяжении дня там еще что-либо. То есть на сегодняшний день количество препаратов, которыми можно помочь человеку, их достаточно много. Но вот определить, какой, собственно, необходим препарат, поможет вам не психотерапевт, а все-таки правильный врач, а этот врач-психиатр. Если вам необходимы такие услуги, вы можете, конечно же, ну я, наверное, вас не приму все-таки. Все-таки обращайтесь к психиатру, это будет правильно. Андрей Андреевич, уже несколько месяцев что-то Я бы очень хотел вам помочь, но, к сожалению, если ребенку 16,5 лет, и ребенок голодает, и ребенок имеет эпизоды, и у нее депрессия, или тревожность, или там что-либо еще, я считаю, что необходим осмотр прежде всего психиатра. Это может быть очень опасно, так как любое назначение, неправильное назначение какого-либо препарата может привести к самым невероятным, плачевным, к самому невероятному и плачевному следствию. Поэтому давайте ее доверим все-таки или вручим ее в руки психиатра. Пока, чтобы этого не было, можете ей давать какие-нибудь препараты адаптогены. Допустим, это может быть препараты адаптол, по 2 таблетки можно 2 раза в день. Это может быть настойка зверобоя, не помню, как она называется. Но, тем не менее, осмотр психиатра важный. Зинаида Кирова. Какой препарат можно принимать из тибетской формулы? Диагноз: карци, номатоз кишечника после прохождения химиотерапии с оксалаплатином. О, хороший препарат. Состояние ухудшилось, выражается в рвоте, болях в животе, после приема пищи, слабости. Заранее благодарна за ответ. Первое, что вы должны знать, вы должны полностью убрать кальций содержащие препараты. То есть вам нельзя кальций ни в каком виде. Второе. Обязательно начните принимать препарат, который называется цистин. Дело в том, что карбоплакин, о котором вы здесь написали, является препаратом, ну, фактически антиоксидантного действия. Его основа — это усваиваемая платина, она цитотоксичная. И данный препарат, который вы принимаете, его необходимо, свободные радикалы, которые остаются в тот момент, когда происходит влияние на онкологическую опухоль, эти свободные радикалы, они тоже могут накапливаться и быть цитотоксичными. Для того, чтобы их собирать, вам необходимо принимать, первое, сорбенты, это препарат антитокс по четверть чайной ложки на стакан воды, каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Препарат железняк в виде чая 1 столовая ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Это безопасно. И обязательно цистин по 2 таблетки до 4 раз в день. Какие-то дополнительные препараты, которые необходимо принимать вам, это могут быть, допустим, актосупрессоры. Это препараты, которые могут улучшить общее ваше самочувствие. Это, допустим, витамин Е. Это может быть еще
из наших препаратов нашей компании, ну, можно посоветовать, наверное, Бирол по 30 капель на ложку воды. Можно на стакан воды 30-50 капель. Это улучшит ваше самочувствие, улучшит ваше настроение, появятся силы и так далее. Что происходит, какие есть препараты медицинского происхождения, которые доступны в каждой аптеке, которые есть в каждой аптеке и которые можно посоветовать человеку, чтобы у человека улучшить и иммунитет, и состояние здоровья, и силы. Это, конечно же, лимонник, элеутерокок, ливзия, женьшень, оралия и радиола. Покупайте это все в экстрактах, в аптеке прямо экстракт лимонника, экстракт элеутерокока, экстракт ливзии, экстракт женьшеня, можно без женьшеня, экстракт оралии, экстракт радиолы. Смешиваете это между собой в равных пропорциях, совершенно произвольных. Принимайте по 30 капель на полстакана воды. Принимайте это 2 раза или 3 раза в день. Это улучшит настроение, поднимет у вас самочувствие, как бы откроет глаза, увеличит давление, снизит давление, даст заряд бодрости, активности, даст ощущение, будто хочется и жить, и работать, и все, что хочется делать. Мужу 56 лет, диагноз фиброз печени F1. По вашим рекомендациям и препаратам тибетской формулы лечится 1,5 года. Поставили курс, он пропил трибетин, битулин по 10 капель диа утром и вечером. Это был курс, он принимает 5 месяцев. В конце марта сдавали анализы. Все в норме, кроме незначительного отклонения в белковой фракции. Также питается по вашей книге утро, обед и вечер. На данный момент из жалоб только небольшая слабость в ногах. На каждые 5-6 дней и тяжесть печени после обеда. Что вы можете порекомендовать принимать дальше? Дальше вам необходимо начинать принимать следующие препараты. Это бетулин, далее гепакс. Гепакс принимать следующим курсом. 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день. Дальше препарат популин, 1 столовая ложка 1 раз в день. Дальше препарат гепафит, 2 таблетки 3 раза в день. Препарат демилон и препарат Эмбрио Плюс по 2 таблетки 3 раза в день. Ингаляции с популином. Ингаляции с популином 1 чайная ложка 1-2 раза в день. Ингаляции с германием. Нет, германий и так принимайте. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Также принимайте альфа-липоевую кислоту. Альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3 раза в день. Снизьте количество употребления глюкозы. Также начните принимать препарат метформин 500 мг перед каждым приемом пищи. Устраните употребление глюкозы максимально. То есть не ешьте глюкозу на протяжении месяца. Через месяц можете со мной связаться. То, что ему лучше, это уже хорошо. Валентина Богуславская. У меня падают лейкоциты. Понад 2,5 роки еще є в нормі. Гематолог сказав, що много нема нічого, але при цьому з'являється слабкість, головний біль, порушення зору. Починаю пити вітаміни, будуть всі лейкоцити піднімаються і в мене стан покращується. Підскажіть мені, що це може бути і чим полікуватися. Когда у человека падают лейкоциты, это первые признаки того, что происходит не выделение гормонов надпочечников, не выделение гормона кортизол, который должен формировать кортизон и который должен формировать норадреналин и адреналин. Именно поэтому для вас, если у вас падают лейкоциты, необходима специальная диета с превалированием жиров и диета с превалированием горечи. Я рекомендую вам принимать каждый день по 1-2 столовые ложки рыбьего жира. Можно омега-3, можно красную икру или черную икру, если есть возможности. Можно оливковое масло. Не забывайте о том, что наши жиры усваиваются только в случае, если человек совместно с ними принимает небольшое количество углеводов. Именно поэтому в случае, если вы кушаете гречневую кашку, добавьте в нее много сливочного масла, потому что употребление сливочного масла вот с такой гречневой кашей очень полезно. Для кого? Очень полезно в случае, если есть низкие лейкоциты, в случае, если есть проблемы суставов и в случае, если есть проблемы с запоминанием, так как жиры, а у нас мозг состоит на 60% из жиров,
именно для его правильного функционирования нам необходимо использовать вот как раз вот такие быстро усваиваемые жиры. Каким образом принимать? Увеличьте употребление жиров, начните принимать витамин Е, начните, обязательно обратите внимание на мочеполовую систему, конкретно на половую систему. Нет ли у вас сейчас формирования климакса, потому что такое может обострение быть при климаксе. При климаксе я рекомендую принимать наш препарат Климактерикс. Но можно как бы принимать препараты, аналоги бета-аланина, это аминокислота. Я считаю, что применение бета-аланина для женщин является просто находкой при лечении климактерического синдрома. Бета-аланин может помочь избавиться от приливов, от ощущений вспотевания, так как бета-аланин участвует в дилатации подкожных капилляров, то есть не будет происходить вот такое резкое вспотевание, тело перестанет так реагировать на вот такие циклы, которые связаны с общей дилатацией, связаны с гипофизарно-гипоталамической дисфункцией во время климактерического периода. Евгения Анисимова. Какие препараты ТФ принимать для улучшения общего состояния организма? Я рекомендую использовать аминокислоты, рекомендую использовать белки. Вот допустим, кстати, несколько слов вот конкретно для вас. Я в свое время начал обращать внимание, знаете, старость хоть и не порок, но хочется все равно быть и моложе, и лучше выглядеть, и лучше себя чувствовать. И стала дилемма, как привести себя быстро в норму, как сделать так, чтобы старость пошла вспять. Я выбрал для себя Да. Можно продолжать? Я извиняюсь, сегодня у нас небольшие трудности. Я выбрал для себя ряд препаратов. Это чай тутус. Чай тутус, я его принимаю по столовой ложке на стакан воды 2 раза в день. Это улучшило зрение, улучшило слух, улучшило энергетику, улучшило настроение, улучшило просыпание, улучшило сон. Улучшило засыпание, привело к похудению. Второй препарат — это молодила и тутус в таблетках. Я принимаю молодила и тутус по 2 таблетки 3 раза в день. Процесс омоложения происходит очень быстро, это очень заметно, это видят все окружающие. Немного, я не могу сказать, что очень активно, немного увеличил уровень жизни, увеличил спортивную активность. То есть я в небольшом количестве начал приседать, в небольшом количестве начал пользоваться велосипедом. Велосипедом это тренажер. Ну а так какой-то сумасшедшей активности сейчас у меня нет. На этом фоне произошло и похудение, улучшение общего состояния. Естественно, я полностью устранил из продуктов питания, по максимуму убрал глюкозу. Сейчас я глюкозу вновь начал принимать в виде фруктов, там персики, финики, инжир, ягоды, черника, смородина и так далее. Потому что необходимо принимать углеводы, так как углеводы активные, они помогают сосредотачиваться, улучшают память. В случае, если есть активность физическая, то они тоже улучшают общее настроение, общие силы, добавляя энергию. Также я начал принимать продукты, которые улучшают настроение. По моему мнению, это называется продукт Бирол моей компании. По 30 капель на полстакана воды я пью по 1 стакану 2 раза в день. Также принимаю протеин своей компании, принимаю 4 столовые ложки препарата, вернее протеина Platinum
Starway Platinum принимаю один раз на протяжении дня. Считаю, что за счет этих препаратов улучшилось настроение, произошел процесс омоложения и произошел процесс похудения. Вот я рекомендую. Забыл сказать, принимаю еще цистин, препарат по 2 таблетки 2 раза в день. Добрый день, у меня вопрос по поводу мамы. 59, обнаружили узловую патологию, диффузные изменения, узловой зоб, первая стадия. Размеры правые, левые, еще пункцию не делали через пару недель. Бывает в области дискомфорт, стянутость, головная боль в затылке, быстрая усталость. Проверяли вены в области головы, отклонений не обнаружено. Сейчас мама принимает вертебралис, был ишаз. Сейчас немного лучше и лучше. Спасибо вам огромное. Смотрите, ишаз говорит об остеохондрозе. И ее головные боли, скорее всего, с узловым зобом не связаны. Именно поэтому выполняйте те упражнения. Это пощипывание, похлопывание и вот эти вот сдавливания своих мышц спины на протяжении дня до 5, 7, 8 раз. Вот смотрите, как это все работает. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Прямо сейчас на примере вместе со мной мы попробуем все вместе сделать эти упражнения и напишем, насколько улучшается ваше самочувствие. Не нужно шеи никак шевелить ни влево, ни вправо. Расслабьте ваши плечи и сделайте это вместе со мной. Итак, первое, что мы сделаем, это мы пошевелим нашими плечами. Теперь давайте мы сделаем напряжение наших плечей. Делаем вдох и назад, и сжимаем наши плечи сзади, максимально напрягая мышцы. И выдох. Еще раз. И выдох. И выдох. Еще раз. Теперь поворачиваемся, жмем или щипаем вот эту мышцу аж до самого уха. Поворачиваемся в эту сторону и похлопываем активно. Теперь щипаем эту сторону аж до уха. Поворачиваемся в эту сторону и выдыхаем. Еще раз. Поворачиваемся. И еще раз. И расслабляем плечи. И вот так вот сидим. Чуть-чуть расслабляемся. Вот смотрите, у вас сейчас улучшается зрение. Должно, по идее, улучшиться зрение. Должно, по идее, появиться ощущение прохлады, которая идет вам в лобный отдел головы, в лобный отдел мозга, в височный и даже в затылочный. Ощущение облегчения. Появилось такое ощущение? Напишите мне, если да. Наталья Жиличева. Поэтому вашей маме как раз и рекомендую выполнять ей вот такие, или давать ей вот такие упражнения. Для щитовидной железы я рекомендую использовать при узловом зобе препарат, который называется Миокс, а также препарат, который называется Тератозин по одной таблетке 3 раза в день. Также для вашей мамы Депосалт и мазь Бишофит, которую необходимо накладывать и смазывать шейный отдел позвоночника. Наталья Жиличева. Андрей Андреевич уже несколько месяцев что-то периодически печет. Именно не болит, а жжет внутри живота. Справа, выше, по диагонали от пупка. В одной точке, не связано с едой. Была на УЗИ у гастроэнтеролога. Все в порядке, все органы и стул в норме. Имеется атрофический гастрит и герпes. Вы сейчас описали как раз атрофический гастрит. Он вот так и проявляется. Жжение при формировании язвенного заболевания 12-перстной кишки. Для того, чтобы устранить это все, принимайте первое, что нужно убрать, жирную пищу. Второе, необходимо убрать вредные привычки. В случае, если есть табак, алкоголь, это необходимо убрать. Я считаю, что гастроэнтерологические заболевания очень часто являются следствием неврозов. Принимайте препараты успокаивающие. Это препарат Серантал Поставит, препараты для лечения
двенадцатиперстной кишки. Это препарат таблетированный, препарат маточное молочко по 2 таблетки 3 раза в день. Чай железняк, 1 столовая ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Препарат каолин, 1 чайная ложка на стакан воды. Также я рекомендую семя льна в широте. 1 столовая ложка заливается стаканом кипятка. После остывания естся 1 стакан 1 или даже 2 раза в день. Даже использование вот этого широта заливного в виде вот этих семян льна может помочь вам избавиться от ваших всех вот этих проблем. Поэтому и печет. Да, хорошо, в шее, спасибо. Вот, смотрите, как это все помогает и насколько это все эффективно. Улучшилось, прохлада есть, все так, легкость в теле, крутиться хочется, спасибо. Андрей Андреевич, у мужа все время болит правая легкая, флюорография ничего не показывает, чем помочь? Правая легкая является, когда есть ощущение в грудном отделе, как будто болит правая легкая. Это обычно называется остеохондроз грудного отдела и не связано с легкими, так как легкие на этом фоне могут быть чистыми. Очень часто мы начинаем лечить легкие, начинаем думать о том, что болят легкие, а это на самом деле остеохондроз шейно-грудной. Это очень частое явление. Остеохондроз грудной проявляется в виде односторонней или двусторонней боли под лопатками. Проявляется в виде боли, такое ощущение, как будто болит правая легкая или левая легкая. Это все связано с остеохондрозом. Вот эти упражнения, растягивание рук, как я объяснял, напряжение вот так вот спины, использование препарата Депосалт, Вертебралис, препарата Урализ, препарата Подагрин, этих препаратов может помочь избавиться от данного заболевания. Устранение из рациона питания белковой пищи хотя бы на время, использование соков овощных, увеличение употребления соков. Для чего пьются соки овощные? Овощные соки, они улучшают, вернее снижают кислотность крови, переводя к алкалозу крови. Алкалоз, в свою очередь, помогает избавиться от подкожных солей. Но, к сожалению, использовать долго овощные соки я не рекомендую, так как длительное применение овощных соков и стремление к повышению кислотности дальше в сторону щелочной реакции может привести к появлению остеопороза и выведению кальция из опорно-двигательной системы в русло нашей крови и дальше просто уменьшение качества костной ткани, что в дальнейшем приводит к остеопорозу. Именно поэтому питье, бесконечное питье на протяжении всей жизни овощных соков, свежих овощных соков, я считаю, не очень безопасно для человека, особенно для тех, у кого есть проблемы остеопороза. А вот те люди, у которых есть сахарный диабет 2 типа, есть общее ожирение, есть заболевания остеохондроза грудного и шейного отдела, я рекомендую использовать данные вещества. При гипертоническом заболевании рекомендую использовать вот мои данные рекомендации. Использование овощных соков в том числе. После удаления желчного увеличилось газообразование очень сильно. Что можно сделать? Сейчас выпускает моя компания, называется каменное масло. Это потрясающий препарат. Его необходимо использовать совместно с препаратом Метеофан. Применяйте каменное масло, 1 таблетка 1 раз в день с препаратом Метеофан. Вообще хочу сказать, что есть препараты, которые не имеют аналога во всем мире. Это препараты, которые мы делаем на основе мумиё. Это иммунный стимулятор. В случае, если человек принимает мумиё на протяжении 1 года, то он уже не заболеет никогда онкологическими заболеваниями, у него не будет развиваться артрит, большинство аутоиммунных заболеваний исчезнут. Также работают препараты каменное масло. Уже доказано, что каменное масло является мощнейшим онкопротектором, то есть веществом, который устраняет и замедляет развитие онкологических опухолей в организме, в человеческом организме. Также есть препараты маточное молочко, это высушенное маточное и трутневое молочко, которое мы сделали в виде сейчас таблеток, очень удобно его принимать. Далее это препараты иммуногрант, эмбрио плюс, созданные из эмбрионов перепелиных яиц. Это демилон и так далее. Это потрясающие препараты.
Бактомакс с ниацином аскорбиновой кислоты, который мгновенно устраняет вздутие кишечника. Но все равно на первое место я бы поставил все же метиофан и каменное масло. После перенесенного заболевания COVID-19 в апреле появился то пищевая аллергия, то контактный дерматит, чего ранее не было. Каковы будут ваши рекомендации из народных методов восстановления лечения препаратами ТФ? Из народных это череда с крапивой. Заваривайте напополам череда с крапивой, 1 столовая ложка на стакан воды, пейте 2-3 раза в день. Увеличьте количество употребляемого кальция. Я, допустим, вам рекомендую использовать, можно использовать обычный карбонат кальция, можно цитрат кальция. Из цитрата кальция в моей компании могу посоветовать применять препарат цитрокальцимин, 1 чайная ложка на стакан воды, но его необходимо принимать совместно тут же с витамином D3. То есть 1 таблетка витамина D3 и 1 стакан разведенного раствора, 1 чайная ложка цитрата кальция на стакан воды. Принимать 1 раз в день в утреннее время. Принимайте 1 месяц, аллергия исчезнет. Также иммунные препараты я рекомендую либо каменное масло, либо мумиё, либо эмбрио плюс, либо бактомакс, вот такие препараты, либо иммуногрант. Принимайте эти препараты для улучшения общего состояния иммунитета и устранения иммунного дефицита, который у вас возник на фоне перенесенного заболевания COVID-19. Дочери 30 лет при прохождении ФГДС обнаружили заболевание дуоденит. Подскажите, какие препараты ТФ принимать? Попейте чай из железняка. 1 столовая ложка железняка на 1 стакан воды 2 раза или 3 раза в день. Также пусть принимает препарат здоровый желудок. Я желаю вам здоровья. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые вы задали мне в Фейсбуке письменно. Здоровым быть легко, поможет нам Дуйко. Обязательно оставляйте свои комментарии, не забывайте распространять мои видео в своих социальных сетях, в своих страницах социальных сетей. Сегодняшний разговор был посвящен гастродуодениту, он был посвящен лечению активных бронхитов, он был посвящен улучшению иммунитета препаратами компании «Тибетская формула». Также он был посвящен ответу на вопросы об антиоксидантах. Также я дал гимнастику, которая может помочь человеку избавиться от зажимов шейного и грудного отдела позвоночника. Гимнастику, которая может помочь избавить человека от грудного и шейного остеохондроза и как следствие убрать у человека проблемы, связанные с гипертензией, связанные с болевыми ощущениями в шейном отделе, с появлением слепоты, появлением шума в ушах и шума в головы и, в общем-то, улучшение общего состояния мозговой активности, зрения и так далее. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.